Когда говорят «точка за ухом», возникает вопрос. Где именно? Для самостоятельной работы я предлагаю использовать точку, которую действительно легко найти. Это TE17, Йифэнг. Проведите пальцем сразу за мочку уха. Между нижней челюстью и сосцевидным отростком, косточкой за ухом, находится естественное углубление. Вот эта ямка, непосредственно за мочкой, и есть зона TE17. В традиционной китайской медицине эту точку используют прежде всего в работе с областью уха, слуха и лица. Но анатомически эта зона интересна еще по одной причине. Рядом находится область выхода лицевого нерва из черепа. Проходят чувствительные нервы ушной зоны. А за ухом располагаются задние ушные мышцы, часть древней системы ориентации на звук. У животных эта система помогает разворачивать уши к источнику сигнала. У человека такое движение почти исчезло, но измеримая нейромышечная реакция на звук сохранилась и связана со слуховой ориентировкой и направлением внимания. Получается простая эволюционная логика. Сигнал появился, система его обнаружила, внимание вернулось к нему. Это не означает, что TE17 буквально управляет вниманием. В Сенварис ее используют как телесный маркер этой функции и называют точка ориентации. Ее главный вопрос — на какой сигнал сейчас направлено мое внимание? Потому что иногда проблема не в том, что выхода из ситуации нет. Проблема в том, что внимание уже захвачено одной мыслью, одной угрозой, одним вариантом развития событий. И все остальное словно исчезает из поля зрения. Отсюда важный принцип. Не каждый сигнал требует всего вашего внимания. Попробуем короткую экспресс-практику. Возьмите ситуацию, в которой сейчас трудно найти решение. Сначала растираем зону входа и произносим: даже если я сейчас не вижу выхода из этой ситуации, я признаю, что именно так я вижу ее в данный момент. Теперь найдите ямку непосредственно за мочкой уха, точку ориентации TE17. Легкое давление или небольшой круговой массаж. И произносим: даже если я пока не вижу выхода, я замечаю, на чем сейчас зафиксировано мое внимание. И спросите себя, что сейчас кажется мне главным сигналом? Что именно удерживает мое внимание? Не ищите ответ специально, просто замечайте. Теперь переходим к точке видения и произносим: даже если я пока не вижу выхода, я допускаю, что существует то, чего я еще не замечаю. И задаем один вопрос. Что еще здесь может быть возможным? Не нужно немедленно находить решение. Сначала мы меняем сам способ поиска, замечаем, куда было направлено внимание, а затем расширяем поле видения. Ориентация, потом видение и новый вариант. Иногда выход появляется не тогда, когда мы начинаем думать еще сильнее, а тогда, когда замечаем: мы все это время смотрели только в одну сторону. Ссылки на научные исследования в описании. Полная практика в первом комментарии.